Здравствуйте, дорогие друзья! Поводом для этого видеоурока послужило следующее. Сейчас вам покажу, что. Вот такая картинка. Что это такое? Это сейчас историческое предисловие. Как известно, по планете то ли бушует, то ли вообще не бушует коронавирус. Статистику ниоткуда получить истинную невозможно, поэтому мы ничего не знаем про него. И мадагаскарский президент, я не утрудился запомнить его фамилию, сделал следующее. Нарядил своих подданных в белые халаты, и они сварили на кухне какой-то компот из каких-то мадагаскарских трав. И объявили, что они нашли стопроцентное лекарство против коронавируса. И следующее, что делал мадагаскарский президент, это обвинил Всемирную организацию здравоохранения в расизме, что из-за того, что во Всемирной организации засели белые, а этот компот сварили черные, именно из-за этого Всемирная организация здравоохранения не признает вот этот компот как лекарство и поэтому отказывается финансировать, отказывается выкупать этот самый компот. Ну, это идея о борьбе с неоколониализмом посредством бутылочек с этим компотом, она получила широкое распространение в Фейсбуке, и вот мне прислали вот этот замечательный плакат. Он о чем говорит? Что надо всему африканскому континенту выйти из Всемирной организации здравоохранения и образовать вот эту новую организацию, Организация здравоохранения Объединенной Африки. Я хочу этот плакат немножко переделать, чтобы получилось не Health Organization, а Sub-Organization. Вот. И вот сейчас этим я хочу заняться и хочу вас, так сказать, подсоединить к этому процессу. Поехали. Сначала надо будет поработать немножко в фотошопе. Этот файл мы оставим оригинальным и будем на него поглядывать в ходе изготовления нового плаката. И, наверное, я сейчас нажму Ctrl-Shift-S, сохраним его по-другому. Это будет называться копия. Вот, и с этой копией мы сейчас что-то будем делать. Это, смотрите, качество, да, 100%, то есть один пиксель картинки соответствует одному пикселю монитора. И вот замечательное качество этой картинки, вот, так сказать, творение африканских дизайнеров. Вот. Сейчас на этой картинке будем вычищать вот всякие надписи, которые нам совершенно не нужны. Для этого воспользуемся ластиком, кнопочками на клавиатуре. Если смотреть на русскую клавиатуру Х, мы размер кисточки уменьшаем, твердым знаком мы размер кисточки увеличиваем. Нажимаю правой кнопкой мышки на мышку. Вот. Здесь у нас жесткость 100%. Замечательно. Можно нажать еще раз Enter. И непрозрачность 100%, нажим 100%. Все, можно чистить. Вот здесь, если нажать вот на эту кнопочку, то точно гарантированно здесь будет черный цвет, здесь будет белый цвет. Стирать будем до фона, так что у нас фон белый.
Так что можно вот спокойно себе эти надписи стирать. Там, где они пересекаются с нужным изображением, эти надписи не удаляем, потому что, ну, потом увидите почему. Сейчас будет довольно занудливая часть этого урока. Вот. Наверное, я сейчас нажму на паузу, а потом возобновлю, когда постираю больше. Ну вот, я сейчас почистил изображение. Теперь надо будет проследить за следующим, чтобы вот объекты, ну в фотошопе нет объектов, будущие объекты, векторные объекты, чтобы были сейчас отделены друг от друга явно. Вот здесь надо будет пройти с ластиком. Вот так. Вот здесь надо будет пройти с ластиком. Здесь отделено, но еще раз можно подчеркнуть. Здесь тоже должно быть отделено. Ну, что касается вот этих вот прожилочек белого цвета, то, скорее всего, их придется нарисовать заново, глядя вот на это изображение уже в Corel. Потому что, ну, когда будем трассировать, тогда объясню почему. А сейчас лучше их даже закрасить каким-нибудь цветом, неважно каким, ну, например, черным. Нажимаю на твердый знак, проверяю жесткость, Enter. И сейчас вот эти прожилочки наоборот уничтожу. Тогда будет легче потом работать с вектором, если их уничтожить сейчас. Все прожилочки сейчас уничтожим. Вот. Я тыкаю, потом шифтом тыкаю в другом месте, тыкаю в другом месте, шифтом все это тыкаю. Теперь без шифта тыкаю, теперь шифтом тыкаю. Вот так вот быстрее все закрашивать. Кстати, когда стираешь ластиком, то же самое. Вот здесь совершенно не нужен этот промежуток, тоже его заполним. Вот, сейчас смотрим, чтобы дырочки были в нужном месте, и отсутствие дырочек, чтобы тоже было в нужном месте. Ну вот так. Можно нажимать Ctrl-S. Теперь вот это все вот это безобразие надо будет превратить в чисто черно-белое изображение. Нажимаем, ну, наверное, сейчас имеет смысл перевести в градации серого. Изображение, режим градации серого, отменить или отмена, вот этот замечательный момент в русском фотошопе, отменить или отмена, что выбираем? Ну, отменить. Так, теперь нажимаем Ctrl-M, что означает кривые. И вот если мы поводим вот здесь вот здесь, смотрите, сейчас появится точка. Поводим вот здесь, означает, что вот этот вот пик относится к белому фону. Если мы поводим вот здесь, мы увидим, что вот этот маленький пик относится к серому, а если мы поводим вот здесь, то вот эта точка относится к черному. Сейчас нужно что? Сейчас нужно все вот это светло-серое, что здесь что-то такое появляется, видите? Появляется что-то светло-серое. Нужно будет сделать чисто белым, а все серое, вот это серое, нужно будет сделать черным. Вот так мы делаем все черным, все, что было серым. А вот так мы делаем все, что было светло-серым, становится белым. Вот. Получается вот такая замечательная картинка. Но она все еще в градациях серого. Нажимаем Ctrl-S. Сейчас переведем в чистый bitmap. Изображение, режим, битовый формат, порог 50%. Окей. Все сделали. И Ctrl-Shift-S сохраним как BMP. Битовые форматы в таком
в таком формате сохраняются. Сохранить. Все. Теперь будем делать плакат. Photoshop нам уже не понадобится. Создаем кореловский файл. Создать этот документ кореловский. Шлепаем по нему. Сейчас запустится Corel. Появился новый файл и кидаем на него две картинки. Вот эту картинку с контролом по BMP и на уже созданный новый файл кидаем вот эти две картинки. Вот сейчас они находятся друг на друге. С этой стороны это, с этой стороны эта картинка. Вот она нам будет нужна как F4 масштаб по всем объектам. Как образец, на что смотреть. А из этого будем сейчас делать вектор. Bitmaps, Outline Trace, Detailed Logo. Вот какая-то она вот, видите, она такая угловатая какая-то картинка. Надо, наверное, смутинг побольше сделать. Вот. Углы побольше скруглить. Вот. Наверное, детализацию уменьшить. Ой. Вот и уменьшались. Так. Ага, вот. Детализацию нужно опять увеличить. А то у нас Мадагаскар весь заплыл. Смутинг, может быть, еще добавить. Может еще добавить. Угу, все лучше и лучше получается. Так, углы может побольше еще. Угу. Так. Ну, я бы остановился на этом. Вот, и здесь белое пятно надо убрать. Вот. И delete original image, чтобы потом не было под этой векторным объектами, чтобы не было растрового оригинала. Вот. У нас получилась такая штуковина. Теперь будем, значит, у нас вот эти объекты, они все разного цвета, да, поэтому надо все будет разгруппировать и каждый объект покрасить в нужный цвет. Ну, сейчас давайте его вот в такой цвет все покрасим, чтобы не было такого унылого коричневого цвета. С шрифтом мы выбираем, красим в зеленый цвет. Это красим в коричневый цвет. Вот в этот, например. Нет, это не коричневый. Давайте вот в этот покрасим. Вот это коричневый. Ну, может, Африку тоже коричневый. Да, давайте Африку тоже коричневый. Вот. Имеет смысл для простоты картины все объекты одного цвета сварить друг с другом в один объект. Вот сварочка произведена. И вот это тоже не группировка, а сварочка. Чтобы у нас была не группа объектов, а именно один объект. Давайте кое-какие объекты полечим. Вот, чтобы тут не выпирало вот таких вещей. Ставим опорные точки здесь, опорные точки здесь. А вот эту группу опорных точек можно удалить делитом. Здесь то же самое. Вот здесь опорная точка есть. Вот здесь еще ставим опорную точку.
И вот это несколько тоже делитом их удаляем. Давайте посмотрим. Ой, это у меня привычка осталась от этого фотошопа. Нажимать пробел. Сейчас по коричневому объекту пройдемся. Посмотрим, нет ли мне вот каких-то таких вот совершенно неправильных вещей. Тоже никаких углов, чтобы не было. В результате, вот, смотрите, тут какой-то узел образовался. Это, знаете, у меня уже привычка под режущий плоттер. Вот, потому что, чтобы режущий плоттер тут не петлял, и чтобы потом пленка не рвалась. Поэтому я вот такие вещи убираю. То есть, ну, качество должно быть в продукции векторное, даже когда мы занимаемся такой ерундой, как создание постера для интернета. А вы знаете почему? Потому что потом вот эти векторные объекты могут пригодиться для каких-то других целей. Вот здесь некрасиво получилась такая вмятина. Вот эти, наверное, опорные точки вот сюда еще ставим одну, а вот эту, наверное, удаляем. О, красиво получилось. Вот. Ну, качество должно быть все равно. Все равно должно быть качество. Нажимаю F3. Нажимаю F4, масштаб по всем объектам. Смотрим. Ну, в принципе, неплохо получилось. Неплохо. Ну, лучше, чем было. Теперь будем делать вот такие жилочки. Вот. Их имеет смысл даже, знаете как? Наложить этот объект вот на этот объект. Вот на эту растровую картинку. И прям поверх нарисовать. Сейчас сделаем временную группировку. Ctrl-G. Поставим это на это. Вот. Оказалось, что наша группа находится позади растровой картинки. Нажимаем Shift Page Up, она становится поверх растровой картинки. И сейчас жилочки нарисуем. Но вот, чтобы было все видно, одно из-под другого. View, Simple Wireframe, и вот мы все видим. Сейчас быстренько нарисуем жилочки. Так, берем инструмент создания кривой Безье, тыкнем раз, два, три, 4, закруглим. Сейчас можно будет нарисовать и все остальные. Раз уж взяли этот инструмент, так именно тыкаем. Такое серийное производство жилочек у нас будет. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел. Ctrl-пробел, Ctrl-пробел. Ctrl-пробел. Так, что у нас еще-то? F3 нажимаю. Но вроде больше их нигде нет. Опять F2 нажимаю. Берем это самое редактирование кривой Безье. Тыкаем, по какой кривой будем редактировать. Все точки у нас превращаются в тип line. И вот эти вот превращаются в тип symmetrical. Ой, что я говорю? Они, конечно, все curve должны быть. Curve. Да. Я именно с точностью да наоборот перепутал. И эти у нас превращаются в symmetrical. Вот. Теперь вот так эти чуть-чуть редактируем за ручки. Управляющие точки двигаем. Угу. Перемещаемся сюда. Делаем то же самое с этой кривулькой. Ctrl-A. To curve. Эти двое в symmetrical. Вот. В принципе, можно и не править. Нет, надо чуть поправить. Вот. Мне кажется, там нарисовано вот что-то больше похоже на это.
Угу. Теперь вот эта кривулька. Ctrl-A. To curve. Symmetrical. Поправляем ручками. Вот этими ручками, не нашими ручками, а вот у каждой точки есть ручки, да? Вот. Теперь, наверное, орешки или что там, не знаю, висит. Непонятно. Не то манго, не то кофе. Это, наверное, та самая травка, из которой этот мадагаскарский президент и его придворные повара сделали средства против коронавируса. Нет, не смут. Давайте symmetrical сделаем, как обычно. Как во всех остальных случаях. Вот. Так, наверное. И вот это осталось еще там. Curve. Symmetrical. И поправим. Ctrl-Z нажимаем. Что-то такое, наверное. Вот этот еще орешек остался. Вот, а если бы мы не вырезали, вот если бы мы не закрасили вот эти вот прожилки еще в фотошопе, то они бы при векторизации превратились в какие-то такие рваные мелкие дырочки, которые потом пришлось бы или зашивать, или перерисовывать. Ну, в общем, возник было бы больше, чем нарисовать заново. F4. View. Этот. Так, теперь смотрите. Вот это все загребаем. Растровая картинка шире. Поэтому мы загребли загребущей рамкой только вот это вот. И с контролем можем, чтобы ровно по горизонтали, можем отодвинуть сюда. Теперь нужно, чтобы вот эти жилочки, они прорезались. Сейчас сделаем это. Вот эти три объекта, которые у нас жилочки. Давайте их покрасим в желтый цвет, чтобы вы лучше видели. И с шифтом нажимаем последний зеленый объект, который находится под ним. Ой, один же у меня все сгруппировано. Ctrl-Ungroup сначала. Вот, значит, шифтом перечисляем все желтые прожилочки. И шифтом нажимаю вот на зеленый объект, который под ними. И дальше задний минус переднее. Back минус фронт. Оп, все вырезано. Теперь вот эти жилочки берем. Вы их почти не видите на своем мониторе, я еще вижу. Вот тоже давайте их покрасим в желтый цвет, чтобы вы их видели. Берем контур. Опять шифтом нажимаю вот на этот коричневый объект. Опять задний минус передний. Ну и все, и прорезано. Вот у нас получилось такие замечательные фрукты, овощи висят. Так, теперь можно, собственно, написать надпись.
Нет, давайте сгруппируем зеленый с коричневым. Shift. Вот, чтобы это у нас была сплошная группа. Вот, Ctrl-G. Теперь будем писать надпись, но уже немножко другую. У нас будет суповая организация Объединенной Африки. Ctrl пробел. Ну, где-то такого размера. Красного цвета. Проверим, действительно ли красного цвета. Да, 100 на 100. Magenta Yellow. Чистый цвет хороший. Вот, видите? Занимаюсь ерундой, хотя у нас логотип чисто для экрана. Так, давайте даже цвет можем подогнать. Смотрите, вот тот цвет, он немножко желтее, да? С контролем в составе группы выбираю сразу нужный объект. Давайте его сдвинем вот в желтую сторону. И посветлее, наверное. Ага. Так, коричневый хорошо попали, желтый тоже неплохо. Значит, поехали дальше. United, Ctrl-D, дубликат отодвигаем сюда, вот где-то он здесь находится. И он как-то поголубее. Да. И посветлее. Куда-то сюда он идет, по-моему, по цвету. Ну да. Вот такой же ужас, как у них на логотипе. Ну так оставим. Типа авторский дизайн. Ctrl-D. Здесь у нас же будет уже наш суп. А нет. Да, суп, правильно. Ну так, наверное, чтобы хорошо было это слово видно. Да, оказывается, у них не ареал был, что-то другое. Ну, неважно, не будем же, на самом деле, серьезно это рыться в шрифтах. Чтобы было того же размера, можно написать вот ту же ерунду, что написали они. Подогнать размер. Подогнать цвет. Вот. И у нас будет тогда уже не health, а суп, да?
Ну, где-то располагается это вот где-то вот здесь. Вот так вот, чисто зрительно. Вот, в принципе, нажимаю F4, любуемся содеянным. Ну, как бы, да, все красиво. Теперь все можно вместе сгруппировать, то, что мы натворили. Ctrl-G, нажать Ctrl-S, потому что мы славно поработали, это надо сохранить. И теперь вот эту выбранную группу надо будет привести в растровое изображение. Ctrl-E, экспорт. Значит, это у нас будет на рабочем столе в папочке «Мадагаскарский мошенник». Вот мы в ней работаем. Тип файла у нас будет JPEG. Вот. Только выбранные объекты. Экспорт. И если у нас разрешение будет 100 точек найдем, это будет по вертикали 1000.05. Но это многовато для интернета, поэтому давайте сделаем экранное разрешение. Вот это будет 72 точки найдем, да, окей. Вот у нас как будет в масштабе 1:1. Compression Smoothing по 10, окей. Все, дело сделано. Давайте полюбуемся, что у нас там, что у нас получилось. Вот наша картинка, посмотрим. Красотень. Большое спасибо. Пока-пока.